Привет, YouTube! С вами Катя, и сегодня готовим с вами очень эффектный, креативный и безумно вкусный блинный шоколадный торт. Начнем с блинов, потому что их приготовление занимает больше всего времени. Беру яйца, добавляю туда сахар и буквально немного соли. Все это взбиваю миксером 1-2 минуты. Затем добавляю сюда молоко и снова немного взбиваю. Все граммовки вы найдете внизу в описании под этим видео. Также добавлю сюда муку и какао и снова слегка взбиваю. Затем я беру кипяток, добавляю туда соду, перемешиваю и аккуратно ввожу кипяток в мое основное тесто. Друзья, вы можете взять любой рецепт ваших любых блинов и приготовить их, но если вы готовите по моему рецепту, будьте добры, выполняйте все рекомендации. Единственное, что вы можете изменить, это заменить молоко на кефир. Итак, в конце мы добавляем растительное масло и снова слегка перемешиваем. В итоге получается красивое жидкое тесто, его много, так что пора жарить наши блины. Делать я это буду на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Вливаю небольшое количество теста на сковороду и хорошенечко разравниваю все. Даю буквально 1 минуту, чтобы блинчик пропекся, а затем переворачиваю его на другую сторону. Переворачивать можно с помощью вилки или просто руками. Если будете делать это руками, смотрите, не обожгитесь. В итоге у вас должно получиться около 50 прекрасных шоколадных блинчиков. В торт я буду использовать не все блины. Оставшиеся можно съесть со сметаной, с вареньем, с медом по вашему усмотрению. Теперь займемся основой для нашего тортика. Я буду готовить самый обычный шоколадный бисквит, который можно приготовить без миксера, замешать обычным венчиком. Итак, я беру муку, какао, сахар, соду и соль. Все граммовки вы сможете найти в описании под этим видео. И также я добавлю сюда растительное масло и молоко комнатной температуры. Слегка все это перемешаю, добавлю яйцо и сливочное масло тоже комнатной температуры и в самом конце чайную ложку уксуса. Можете взять яблочный или обычный, как хотите. И в конце буквально 1 минуту я взбиваю мое тесто миксером. На малых оборотах можно сделать это и венчиком, главное, чтобы тесто было однородным, и остается оно вот таким жидким. Распределяю его в 2 формы по 20 см, застелила их фольгой, смазала растительным маслом и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. На выходе у меня получилось 2 прекрасных бисквита. В торте я буду использовать только один, второй можете съесть просто с чаем или сделать кейк-попсы по вашему усмотрению. Ну и, конечно, крем. Я взяла холодные сливки, 35% жирности, добавила туда сахарную пудру и взбиваю примерно 5 минут до состояния жидкой сметаны. Вот так. И теперь добавлю сюда творожный сыр и взобью еще буквально 2 минуты. В итоге крем должен получиться красивый, нежный и при этом держать форму. Друзья, не обязательно готовить именно этот крем. Вы можете заменить творожный сыр на маскарпоне или приготовить сметанный крем или заварной. Главное, чтобы это хорошо сочеталось с шоколадными блинами. Ну и теперь самое интересное в приготовлении этого торта. Конечно же, сборка. Беру блины и поочередно наношу на них крем. Крем наношу небольшим слоем. И не на весь блинчик. 2 края противоположных оставляю слегка свободными. Затем блин я складываю наполовину и еще раз загибаю. И потом вот этот вот шовчик я смазываю аккуратно кремом, небольшим количеством, но чтобы эта вся история держала форму. И чтобы закрепить материал, еще раз очень быстро показываю, как я это делаю. В итоге получились вот такие заготовки. В торт я буду использовать примерно 14 или 15 блинов. Беру нашу заготовку, шоколадный бисквит, подложку, слегка смазываю кремом и устанавливаю основу. Я пропитываю бисквит сахарным сиропом. Вы можете выбрать любую другую пропитку. Наношу небольшое количество крема на бисквит. Ну и теперь формируем наш торт. Берем блинчик и скатываем его аккуратно в рулетик.
Вот такой у нас получился рулетик, а теперь на него наматываем следующий блинчик. Вот такая розочка у нас получилась, и теперь на эту розочку наматываем следующий блинчик. И теперь эту нашу заготовку мы выкладываем на серединку нашего бисквита, и теперь поочередно по блинчику мы начинаем наращивать наш тортик. Мне кажется, он уже очень прикольный получился. Напишите, что думаете в комментариях. И в таком вот виде я упаковываю его в кондитерское кольцо, накрываю пищевой пленкой и отправляю на ночь в холодильник для того, чтобы он схватился и резать его было удобно. Ну и посмотрите, какой красавчик получился. Я немного присыпала его сахарной пудрой. И хочу сказать, что это очень креативная подача блинов. Ваши гости точно будут в восторге. Ну и самое главное, зачем мы сегодня собрались, это разрез этого торта. Давайте глянем. Я считаю, что очень эффектный разрез. Но только посмотрите на все эти складочки. Ну разве не прелесть? Обязательно напишите в комментариях, если будете готовить такой торт дома. И напишите про реакцию ваших гостей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.